Христианин и мирской суд. Для многих верующих людей это очень сложный вопрос, и они не знают, как себя вести. Обычно ссылаются на первое послание к Коринфянам, 5 главу, где апостол Павел обличает верующих людей, что они судятся у неверных. Но в этом месте апостол Павел обращается к верующим. И он говорит, что позорным является то, что брат судится с братом, и притом у неверных. И апостол Павел даже советует лучше оставаться обиженным. И многие люди, ссылаясь на этот текст, они говорят, что верующий человек, христианин, он вообще не имеет права обращаться в суд или отстаивать свои права. Но когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, на его служение, мы видим, как однажды он в Кесарии стоит перед судом, и иудеи обвиняют его, требуют выдачи его и даже хотят тайно убить его. И апостол Павел, стоя перед судом, перед Фестом, он говорит: «Я требую суда Кесаря». И он, используя свое право как римского гражданина, требует суда у Кесаря. Это мирской суд. Но, тем не менее, апостол Павел свое право использует. Мы также все помним историю, когда апостол Павел изгнал нечистого духа прорицательского из одной женщины, и его и силу посадили в тюрьму. Это задержание было незаконным. И все помнят историю, как около полуночи Павел и Сила, молясь, прославляли Господа, там произошло большое чудо. И утром городские власти повелели отпустить апостола Павла и Силу. Но апостол Павел сказал, что вы абсолютно незаконно нас, римских граждан, задержали. И вы не можете нас просто так тайно отпустить. Придите сами и отпустите. И представители римской власти, испугавшись очень сильно, пришли, извинились и отпустили апостола Павла. Поэтому, когда речь идет о споре между верующими людьми в церкви, конечно, в церкви должны быть мудрые люди, которые помогут решить конфликт. Но когда речь идет о споре с неверующими людьми, не знающими Христа или не следующими за Христом, то христианин имеет право обращаться в мирской суд. Я не говорю о том, что это надо делать всегда и обязательно, но такое право у нас есть. И пусть Бог нам даст мудрости в этих вопросах.